Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Ищу клад в разных магазинах, на разных помойках. Собираю вот такие вот мешочки, пакетики. Интересные вещицы в них часто довольно-таки встречаются. Не знаю, насколько нам сегодня повезет. Этот мешочек нашла. Никому он был не нужен. Купила в итоге за $10. Ну, такой вот большой, крупный, тяжелый. Стоит практически ничего. Но, конечно, те эмоции, которые в процессе поиска мы испытываем, они являются самыми важными, самыми главными. Но перед тем, как распаковать этот мешочек, хочу сказать слова благодарности подписчикам, моим зрителям постоянным, тем, кто смотрит мои видео, делает мне разные подсказки. Показывала в прошлом видео вам вот такую находку. В общем, нашла вот такой браслет. Оказалось, что есть у меня такая шляпа. После того, как получила этот комментарий, по-другому начала смотреть на вот эту шляпу, которая есть также в моей коллекции. В общем, вот эта шляпная тема меня увлекла только лишь после комментария зрительницы. Огромное вам спасибо. Сейчас я вам зачитаю этот комментарий, и, в общем-то, вы, возможно, тоже будете поражены, насколько эта тема известная, актуальная. В общем, пишет мне зрительница: Оксаночка, здравствуйте, 25 апреля, это праздник общества Красной Шляпы. Причем я показывала этот ролик как раз 25 апреля. Вот фантастика, мистика, я не знаю, как это можно по-другому назвать. Действительно, я не знала, что есть такой праздник, существует. Ну, часто довольно встречаются, да, подобные вот комментарии, зачитываю, вернее, подобные украшения, и зачитываю комментарий. Общество женщин после 50 лет. Одна подруга подарила другой на 55-летие красный котелок, шляпку, и сопроводила стихом, что когда они станут старыми, будут носить фиолетовые, но пока только красные шляпы. Идея так понравилась ее подругам, и они стали дарить друг другу красные шляпки, ну и образовали общество женщин. Также своим членам они дарят такие аксессуары. Огромное спасибо за эту информацию. Я стала внимательнее относиться к шляпам, да, и сегодня оформила разбор вот этого пакета именно темой шляпной, в знак благодарности за полезную и нужную информацию. У меня есть вот такая шкатулка шляпная. Ну, естественно, она не относится к этому празднику, но, тем не менее, все, что касается шляп, мои дорогие, сегодня я вам представлю, покажу. Вот такая шляпка тоже в моей коллекции довольно давно, маркированная. Так, не взяла я, скажу честно, свое любимое увеличительное стекло. Естественно, для того, чтобы разбирать пакетики, разбирать маркировки, нужно, конечно, смотреть все только через лупу. Это БСК. Шляпка такая. Ну и, как сказать, присоединила я к этой теме и вот такую шляпу. Конечно, это значок, знак, брошь шерифа. Видите, в общем, все, что на тему шляп у меня было, я вот собрала, и вам сегодня видео начинаю именно с этой классной темы. Так что, мои дорогие, обязательно дополняйте своей информацией мои видео, и, естественно, я обогащаю вас в том числе той информацией, которой, возможно, я тоже узнаю впервые. Я учусь у вас. Я знаю, что многие любители винтажных антикварных украшений намного больше меня знают, намного длительнее, как сказать, занимаются этой темой. Да, и давайте приступим к разбору вот этого пакета. Как я всегда говорю, ценовая политика в этом винтажном антикварном магазине до сих пор мне непонятная. В общем, можно купить ерунду задорого, можно купить совсем за практически бесплатно
какие-то уникальные вещи. Кстати, спрашивают меня часто, как храню украшения, где у меня такое количество украшений находится. Посмотрите видео прошлое, и вы поймете, что я серьезно увлекаюсь винтажом, винтажной бижутерией, украшений. И не только, а в целом винтажные темы меня очень интересуют. Показывала я свою комнату. Это мой рабочий кабинет, где я распаковываю вот такие находки, показываю все. В общем, вы все подробненько увидите. Так, что касается этого мешка, думаю, что какая-то ерунда. Ну ладно. Как говорится, за просмотр с вас ничего не возьмут. Я заплатила $10, как я уже сказала. И вот все. У меня нет слов. Я знаю, что будет с шедевром. Если есть пакетики, то, соответственно, пакетики, и это есть самое главное. Ну, вижу, что и мусора довольно-таки много. Ну, в общем, давайте приступим. Первое, что я увидела, это, конечно, вот эти черные пластиковые бусы. Не думаю, что они винтажные. Думаю, что это просто такое баловство современное. В общем, такие вещи меня не интересуют. Убираем без внимания. Следующая вещь, это вот такой кулон. Натуральная ракушка. Встречается тоже часто. В стиле бохо. Думаю, будет неплохо смотреться с каким-то сарафаном, что-то, в общем, вот такой мелкий бисер. Я понимаю, что, конечно, вот такие украшения собираются вручную. Возможно, это сувенирные украшения с Гавайев, возможно, с Таиланда, вот что-то такое. Мне это напоминает. Это тонированный перламутр. Вот так обратная сторона выглядит. Думаю, что это действительно сувенирное какое-то украшение. Ну, в общем, интереса не вызывает никакого. Но я как представлю, что вот это вот все собрано вручную, сколько это стоило труда. И, в общем-то, ну, в общем, таких вещей тоже довольно много. Пусть будет. Не будем на этом долго останавливаться. Следующее украшение. Тоже вижу, что это колье, что с ним не так. Что-то с ним не так, мои дорогие. Конечно, чтобы понять, нужно его сначала расстегнуть. Начала расстегивать, руки уже грязные. В общем, похожие украшения тоже часто встречаются. Оно в целом состоянии, то есть оно в целости и сохранности. Кристалл неплохого качества. Кстати, кристалл, я бы сказала, качество отличное у кристалла. И по оттенку потемнения, я думаю, что это украшение очень похоже на серебряное. Сейчас нужно рассмотреть маркировку. Если маркировка, и уже только тогда можно что-то точно будет сказать. Так, ну, во всяком случае, маркировки нет. Стоит почистить. Если вы, мои дорогие друзья, видите маркировку, ту, которую не вижу я, обязательно напишите, потому что часто так бывает, когда новый пакет распаковываешь, скажем, можно не обратить внимание на какие-то имеющиеся маркировки. Тоже так у меня было, и зрительницы часто мне подсказывают, что я там или там просмотрела какую-то маркировку. Ну, в общем, почистить стоит, повозиться над этим украшением. Кристалл очень красивый, с огранкой, не, скажем, закрытый кристалл, вернее, закрытый кристалл. Ну, в общем, такое украшение себе вполне может быть тоже. Идем дальше. Так, вижу, что-то тут выпало. И это пуговицы. Пуговицы, причем мне очень знакомы на самом деле. У меня есть, я вижу сейчас одну пуговицу. Так, минуточку. Вижу вторую, третью, четвертую. 4 пуговицы. Но у меня точно есть такие пуговицы. Вижу здесь пуговицы с потерями. Кристаллы Аврора Бореалис отличного качества. Есть, конечно, утери.
Не все на месте, не все сохранились, но это действительно пуговицы. И у меня точно есть такие пуговицы. Попытаюсь найти. И, в общем-то, надеюсь, что десяток таких пуговиц, если собрать, то вполне можно украсить ими какую-то блузу, восстановив именно всю палитру этих кристаллов. Сколько их там не хватает, не знаю. Но мелкие кристаллы Аврора Бореалис у меня есть, так что вполне возможно. Попытаюсь поискать. Мои дорогие, кто не посмотрел видео о той комнате, где я храню винтажные украшения, бижутерию, обязательно посмотрите. Вы меня сразу поймете, что вот в этом всем как бы найти просто пуговицы, ну, невозможно практически. Если найду в следующем видео, ну, что значит, если найду, буду искать. В следующем видео покажу, сколько всего у меня вот таких вот пуговиц собралось. Ну и, возможно, действительно украсить какую-то блузу. Так, следующее. Что это? И это вот такой дресс-клип. Винтажный. В отличном состоянии, не считая вот этого покрытия. Вы знаете, наверное, придется мне еще разочек отключиться, потому что вот именно вот этот дизайн, вот этот дресс-клип мне напоминает пластиковую цепь, которую я тоже вам как-то уже показывала. Но почему-то у меня вот такая ассоциация. Сейчас проверим. Сейчас минутку отключусь и покажу. И, мои дорогие, да, я считаю, что я удачно зашла. Думаю, что я не ошиблась. Единственный момент, который меня смущает, это вот это голубое покрытие. Я думаю, что это современное покрытие. Попробую почистить. Я вообще думаю, что это даже лак для ногтей. Попробую почистить жидкостью для снятия лака. В следующем видео также вам это покажу, что у меня получилось, не получилось. Надеюсь, что пластик вот этот не пострадает. Но, как вы считаете, мне почему-то кажется, что это украшение одного времени. Это пластик, очень похожий на вот эту обратную сторону. Сама структура пластика по ощущениям. И вижу здесь, кстати, есть маркировка. Вот такая рюмка. Не побоюсь этого слова. Такой фужер. И буквы Н и Е. Я не знаю, что это. Так, поближе вам тоже будет понятно. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите. Но это вот такой дресс-клип. Думаю, что винтажный возраст его относится к 30-м, 40-м годам, не позже. Что вы по этому поводу думаете? И насколько вот эти украшения созвучны, тоже жду ваших впечатлений, ваших комментариев. Уверена, что кто-то из вас знает про вот эту технику, про этот стиль, про это время, в котором были эти украшения созданы, гораздо больше, чем я. И напишите, пожалуйста, не ошибаюсь ли я по поводу вот этого, на мой взгляд, современного покрытия. В общем, я считаю, что я шедевр нашла, стоит над ним потрудиться, поработать, и, в общем-то, он будет занимать достойное место в моей коллекции. В общем, будем искать и будем над этим работать. Так, следующее, что тут... Буду брать то, что пока не в мешочках находится. Это, что это? Это вот такое колье, довольно скромное. Так, минутку. Старое скромное колье, двухрядное, бусины. По-моему, пластиковые. Могу ошибаться. Но, скажу честно, вот колье такое прям... Совсем уж скромненькая. Думаю, что старая. Думаю, винтажный возраст это колье имеет. На узкую шейку. Такой прям под горлышко. Очень такое скромное, думаю, повседневное винтажное украшение. Маркировки не видела.
Похоже на серебро, буду чистить и посмотрим, что это за металл. Так, следующее, что тут попадалось у нас, это вот такое украшение. Что это? Тапочки. И меня это сразу на мысль направляет на то, что это цепочка для щиколотки, для ноги. На ногу надевается. Но при этом, знаете, кристаллик Аврора Бореалис вот на центральной шлепочке сохранился. На зеленых шлепочках нет кристалликов. Ну, это понятно, если его любили, носили, то вполне возможно. Хорошая эмаль, кстати, красивая эмаль. Думаю, что восстановить эти кристаллики труда не составит. И как украшение на щиколотку вполне себе в летнее время можно будет надевать. Следующее, что это? Так, вижу обычная цепочка. Кстати, вижу, что сход позолоты у этой цепочки, маркировки нет. Но цепочки всегда нужны, и цепочка это такая тяжеловатая, с хорошей длиной. В общем, как-то так. Следующее, что это? Я уже вижу, это пуговица, что-то в этом лоте. Как-то много пуговиц попадает, но эту пуговицу стоит помыть, пластик. Ну, такая оригинальная довольно-таки зеленая пуговочка. Так, следующее, что это? Я думаю, что это какой-то именной 190 пин, думаю, от какой-то компании. Так, минутку. 190 Club. Я думаю, что это, сейчас вы тоже поймете. Это боулинг-клуб. 190, думаю, что-то такое, не имеющее интереса. Ну и приступаем к пакетикам. Ориентировочно знаю, что такое будет сегодняшним, вернее, что будет шедевром. Так, вот здесь пакет, я вижу, что это мусорный пакет. Сразу такие тоже медальоны попадаются. Здесь авантюриновый такой, ой, кабошончик, все у меня разлетелось. В общем, мои дорогие, да, я не ошиблась. Мусорный такой пакетик в довес. Ну, как, скажем, для ремонта украшений. Вот эта вот деталь тоже интересная. Думаю, что-то это такое было. Ну, в общем, мусор мусором. Так, это на Мурана похоже. В общем, такой мусорный пакетик, но с деталями, которые вполне могут быть пригодными для ремонта. Ладно, не буду на этом я останавливаться и время на это тратить. Хочется бы быстрее приступить к тем украшениям, которые, на мой взгляд, являются интересными. Так, что тут? Здесь я вижу винтажный браслет. Так, маркировку хочется посмотреть. Хочется, вернее, найти маркировку. Маркировки нет. Но у меня, похоже, есть комплект. Попробую найти. Если найду, покажу вам. В отличном состоянии, относится к 50-м, 60-м. Вот люцитовые вставки. Есть у меня похожий комплект, по-моему, даже серьги и колье. Если найду в следующем видео полный комплект этот, вам я покажу. Красивый браслет. Люцитовые вставки. Приятно, что все на месте, потому что при потере найти и восстановить было бы вообще невозможно. В отличном состоянии браслетик. Очень люблю я находить как отдельные, скажем, элементы от комплектов и потом дополнять их. У меня уже было так несколько раз. Я показывала вам, как я в один заход купила браслет. Спустя месяц, полтора-два находились клипсы. Таким образом собираются комплекты и таким образом собираются действительно коллекции. Большая удача, покупая
комплект, когда все в целости и сохранности. Но, как правило, комплектарные украшения винтажные стоят дорого. А если вот так постепенно, шаг за шагом собирать украшения, это не так дорого. И я считаю, что это намного интереснее, чем купить какой-то уже готовый комплект. В общем, я удовольствие получаю от поиска на самом деле. И тот пакетик, который я считаю шедевром, продавали почему-то за $2, не продали. А я вижу, что это украшение достойное, что это брошь. У меня тоже есть похожая брошь, но она более мелкого размера. Это молочное стекло. Подумала, что есть потери. На самом деле сейчас рассмотрю поближе и вам тоже поближе покажу. Я подумала, что здесь есть утраты таких кабошончиков. Вставок нет, оказывается, все на месте. Так и было задумано. Очень красивая брошь, просто великолепная. Вижу торчащую, выступающую иголочку, что говорит о винтажном возрасте. Лицевая сторона этой броши мне очень нравится. Обратная сторона тоже немного изогнута вот таким образом иголка. Но игла толстая, выступающий конец. Хочется найти, конечно, маркировку, но брошь не маркированная. Но я очень рада этой находке. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что это вполне достойный шедевр к сегодняшней распаковке. И несколько интересных вещиц я для себя в этом недорогом мешочке абсолютно обнаружила. Хочется узнать побольше мне вот про это. Про этот дресс-клип, почистить и, конечно, привести его в порядок, так, чтобы, возможно, он совпал вот с этой такой пластиковой цепью. Хочется разобраться вот с этим пакетом, действительно ли он похож на мой комплект, который тоже у меня уже долго, ну, лет 7 точно у меня есть в моей коллекции. Ну и сказать дополнительно еще благодарность тем зрителям, кто дополняет информацию, пишет. Спасибо большое, кстати, кто под видео, где я показывала свою комнату, написал свои версии по поводу подставки для зеркала. Я считала, что это мольберт. Оказалось, что это действительно это подставка для картин, и причем очень такая солидная, винтажная. В общем, огромная вам, мои дорогие, благодарность. Увидимся в следующем видео. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.